Здравствуйте! Приветствую вас на канале Мир модной одежды. Сегодня мы будем строить выкройку платья с цельнокроенным рукавом. Вариант такой одежды очень удобен. Можно сшить совершенно изысканные вещи. И шьется очень легко и просто. А сегодня мы будем строить для него выкройку. Смотрите это видео, стройте выкройку и шейте. Сейчас мы будем строить выкройку, цельнокроенный рукав. Раньше это называлось летучая мышь. Начинаем строить со спинки. Вот здесь вдоль белой полосочки мы сделаем, это у нас будет середина спины. Сильно длинно мы не будем, чуть ниже бедер. Дальше мы будем уже по мере необходимости, какой длины будем кроить, такой и будем дальше прибавлять. Возьмем точку, чтобы у нас еще сверху осталось место построения шеи. От нее отложим, это точка 7-го шейного позвонка, линия шеи. Находится от 7-го шейного позвонка на расстоянии равное рост, деленный на 4. Это линия талии. Проводим линия талии. Этот размер делим пополам. Это у нас линия груди. Под линией талии, талия, линия груди, буква Г, вниз, от линии талии до линии бедер, какое у вас расстояние, 17, 18, 19 сантиметров. Там, где самая широкая часть у нас по бедрам. И проводим линии бедер. Линия бедер. Теперь по линии бедер отсюда середина. Это середина спинки. Откладываем. Размер равен. Обхват бедер, деленное на 4, плюс от 1 до 2 сантиметров. Каждый откладывает свой размер. Вот у меня эта точка. По линии груди откладываем обхват груди, деленное на 4, плюс от 1 до 2. То же самое. Полный объем бедер получается на четвертинке. Вот это четверть нашего объема. 1 сантиметр. Если мы взяли 1 сантиметр, по полному объему у нас получается 4 сантиметра. Откладываем здесь. Соединяем пунктиром. Если она будет немножко приталена, это будет смотреться лучше, чем просто мешок. Но опять же, все зависит от фасона. От 1 до 1,5 сантиметров. Опять же, все зависит от фасона. Если мы сделаем дальше вниз прямо, это будет у нас прямой силуэт. Можно сделать зауженный, можно сделать расклешенный. Вот такой длины выкройки нам вполне хватит. Точки. 7-й шейный позвонок вправо откладываем. Если 7 сантиметров мы отложим, это будет прям под горлышко. Можно отложить побольше. Давайте отложим 9 сантиметров. Так, по миллиметровке. Вот она, точка. И вверх 2,5 сантиметра. И у нас получается вырез по шее. Значит, далее нам надо определиться, где у нас пойдет линия плеча. Вот здесь можно 2,5-3 сантиметра. Я отложила 2,5. По линии груди вправо откладываем размер равный. Ширина спинки. Ширина спинки, деленная пополам. И сюда
перпендикуляр. Пересечение вот этих двух линий откладываем вниз. Откладываем вниз 2,5 сантиметра. Это у нас будет наклон плеча. И вот у нас пошла линия плеча. Пошла. Вот здесь вот мы можем откладывать длину рукава. Дальше. От линии груди вниз откладываем 7-8 сантиметров. Отмеряем длину рукава. Узкая миллиметровка пришлось здесь надставить. И откладываем здесь размер, длина плеча и длина рукава. Делаю по максимуму на длинный рукав. Укоротить по модели всегда можно. Здесь перпендикуляр к этой линии. И откладываем размер, объем запястья. Плюс припуск. Ну так, чтобы рука проходила в половинном размере. Теперь нам надо соединить эту точку. Вот мы на 8 сантиметров спустили. И эту точку. Соединяем. Дальше все зависит от нашей фантазии, от наших потребностей. Мы можем здесь делать маленький радиус. Мы можем вот так до талии. Ну, как нам нравится, так мы и будем делать. Сейчас построим вот таким вариантом. А далее, по мере необходимости, когда будем моделировать какое-нибудь платье под фасон, будем изменять по мере необходимости. Вот у нас спинка. Полочка у нас будет абсолютно идентичная. Только разница будет вот в горловинке. Все бока, длина рукава, наклон всех этих линий абсолютно одинаковый. Сейчас мы вырезаем спинку и будем строить полочку. Сейчас я обведу, чтобы было видно. Это у нас вырез по шее. Этот размер 2,5. Ну, и здесь. Вот это у нас прямой угол. Все, вырезаем и начинаем делать полочку. Еще такой момент. Если мы будем шить по фасону, будет шов посередине спинки, то можно, чтобы лучше смотрелось, по линии талии на 1 сантиметр здесь заузить. И тогда смотреться будет красивее. Выкройка спинки и выкройка переда, они практически идентичны. Кроме вот этого места. Выреза горловины и плеча в этом месте. Поэтому мы переснимаем, накладываем, копируем. Сшивать будет очень просто. Эти детали абсолютно ровно лягут друг на друга, и шить их будет легко. Убираем спинку и вот от этой точки вверх нам надо отложить баланс. При разных размерах баланс разный. Мы откладываем 2,5 сантиметра. Я на свой размер 2,5 сантиметра. Вот эта точка. От нее вниз вырез горловины. Ну, я сделаю 9 сантиметров. Вот таким образом. Спереди у нас же вырез побольше. Теперь вот у нас эта точка. Переносим и соединяем. А дальше все абсолютно точно так же. Теперь можно вырезать и кроить на них.